Всем привет! История World of Warcraft богата различными событиями и сюжетными поворотами. Ее сопровождают как легендарные герои, так и не менее легендарные артефакты. Несмотря на то, что в игровой механике эти предметы не обозначены как легендарные, это не говорит о том, что они не заслуживают должного внимания. Об одном из них мы и поговорим сегодня. Проводя большое количество времени на полях сражений, мне иногда приходилось наблюдать великолепных бойцов, вооруженных огромным красным мечом, с титульным именем Ашканди Большой Меч Братства. Под внушительными характеристиками красовалась загадочная золотая сноска. На рукояти вытравлены инициалы А.Л. Что это за братство, кому принадлежали эти инициалы? Мне стало интересно, я начал изучать этот вопрос. Ну а теперь поделюсь с вами о том, что мне удалось узнать. Давайте с самого начала. Перенесемся к далеким событиям Первой войны, когда в Азерот хлынула Орда с завоевательным походом. Мощь Орды была неимоверной, и неподготовленная армия Альянса не смогла дать им отпор в первые дни вторжения. На пути орков встречались в основном небольшие пограничные гарнизоны и поселения крестьян. Казалось, у людей нет шансов. Но все же нашлась сила, которая достойно встретила захватчиков, и отбросила их назад в болото. Это был Орден Всадников Штормграда, именуемый как Братство Коня. То самое братство. Орден был создан задолго до открытия Темного Портала и служил надежным рубежом, защищающий границы королевства. Кроме орков, у людей было еще множество угроз. Например, полчища троллей, мечтающих возобновить на Азероте былое господство. До появления хранителя Медива братство базировалось непосредственно в башне Каражана. Следы их пребывания можно обнаружить до сих пор. Внушительные конюшни и казармы как бы сами собой говорят о том, что тут располагался огромный гарнизон солдат. А удобное расположение башни как раз позволяло своевременно обнаруживать внешние угрозы. В состав братства входили самые опытные и сильные воины Альянса, закаленные в былых сражениях. Пока роль защитников не заменил Медив, сила которого вполне позволяла отразить любую атаку на королевство людей. Но мало кто ожидал, что в этот раз сам Хранитель явился причиной опасности для всех мирных жителей королевства. Братство Коня за свою историю насчитывало 19 лидеров, последним из которых был Андуин Лотар, под руководством которого Орда была разбита. Именно ему принадлежал Ашканди, на клинке которого закончили свое существование множество орков. Андуин со своими всадниками уже готовы были навсегда выгнать защитников со своей земли, если бы не одно препятствие. Оргрим Молот, видя, что все плохо, пересилив гордость, обратился за помощью Гул'дана, который, используя свое колдовство, обратил силу братства против самих же себя. Умертвив своих последователей, он переселил их темные души, впавших на поле боя рыцарей, создав первых рыцарей смерти. Наделенные неимоверной силой рыцари смерти попытались смести последнее сопротивление армии Штормграда. В те дни братство потеряло много своих воинов, а финалом стала смерть последнего лорда Братства Коня Андуина Лотара, по одной из версий погибшего у подножия Черной горы. Вместе с ним также был утрачен его именной меч, сопровождающий во всех сражениях. Да, если вы еще не догадались, именно его инициалы выгравированы на рукоятке этого легендарного оружия. Каким же образом меч оказался у представителей черной стаи драконов лорда Виктора Нефариана? Загадка. По одной из версий, меч попал в руки красных драконов, которые участвовали в борьбе против власти черной стаи, а именно в лице Велистраза, который хотел передать меч людям, усилив его силой своей магии. Это объяснило бы, почему Ашканди имеет драконью стилистику. Но сам Ваэль был пленен Нефарианом, а меч перешел во владение хозяину пика Черной горы. Существует и другая версия, по которой леди Катрана Престер, долгое время жившая среди людей, могла разузнать местонахождение могилы Андуина Лотара, забрала меч и, наделив его новой силой, передала черной стае. Как бы там ни было, планам черных драконов сбыться не удалось, а легендарное оружие перешло во владение достойных героев Азерота, которые с честью отстаивают интересы своей фракции на полях сражений. Для эффективного использования меч подходит 3 классам, которым на текущей фазе он подходит лучше всего. Охотнику,
Благодаря большому количеству силы атаки и выносливости необходим как дополнение к его статам. Воину со специализацией оружия. Ашканди дает большой потенциал, поскольку имеет самый верхний урон, плюс та же выносливость, необходимый стат в ПВП. И паладину в ретро-специализации. Применяя печать командования, медленное оружие с высоким верхним уроном как нельзя лучше реализует ее потенциал. Владелец этого меча должен помнить о величайшей доблести его бывшего владельца и не имеет права осквернить память истинного героя Азерота. Ну а я продолжу цикл рассказов о легендарных артефактах World of Warcraft, поэтому не забывайте подписываться на канал. Удачи!